Хорошие мои, я вас приветствую на своем канале, с вами Вероника. Я прошла свои трансформации, некоторые из них, но понимаю, что и вас оставлять без ничего я не могу, меня прям подмывает сделать расклад. Подмывала раньше, но была занята своими моментами, плюс после Астары еще у нас полнолуние. Вчера, да, так сказать, настигло нас. Были свои работы. Ну, короче говоря, свое время мне понадобилось для определенных вещей. Благодарю всех за понимание. Те, кто отписались, молодцы. Значит, нам с вами не по пути. Сегодня расклад на тему предупреждения полнолуния. Хотела его записать раньше, но, дорогие мои, не получилось. Решила, что нужно время потратить на кое-что другое. Поэтому пишу сейчас. Короче говоря, когда вот снимаем, тогда и вовремя, значит. 4 варианта у нас: огонь, воздух, вода, земля. Вы пока определяетесь, я немножечко поразговариваю на тему того, что у меня уже открыта запись на консультации. В календаре я еще все это не привела, в должный вид. Надеюсь, сегодня у меня на это времени хватит. Также на 5 апреля я еще опубликую пост в Телеграме на своем канале. Но и здесь объявлю заранее. На 5 апреля работы на погосте также буду набирать людей. Сколько человек, я еще буду уточнять, 2 или 3. То есть мне показывают 3, но там, кто придет, как говорится, значит, тому и надо. Почему 5 апреля? А потому что, господа товарищи, потому что я уже говорила за эту дату ранее. Те, кто постоянно на моем канале, вы в курсе. Не хочется мне повторяться, тем более такая информация, знаете, не каждый ее еще, как говорится, и найдет, да, в том же интернете, не каждому это откроют, короче говоря. В общем, те, кто собирается просто так на кладбище бежать в этот день, я вам сочувствую искренне и от всей души. И еще, ребятки, у меня такая новость для вас. У нас на канале появилась, я не знаю даже, как это сказать, ярая почитательница. Я заметила это еще ранее, но как-то, знаете, не до того мне было. Короче говоря, мадам. Я, конечно, не сканировала, но по энергиям мадам почему-то мне идет, я даже не просматривала. Короче говоря, систематически просмотрела видео, дизлайк. Следующее видео, дизлайк. Я, когда зашла на канал после Астары, да, именно с компьютера, вы даже не представляете, какая колоссальная энергия была оставлена этой личностью. И я вам, кстати, крайне благодарна за это, потому что я трансформирую энергии такого плана, да, и они мне реально на тот момент очень помогли. Знаете, такой комок, запас определенной энергии. Конечно, вы оставляли это с одним умыслом, но и я воспользовалась в свое благо, так сказать, этим зарядом, да. Поэтому я вам с благодарностью. Кстати, по поводу этого, запрос у меня был во Вселенную еще до Астары. Знаете, вот заходишь и
там получается как качество, да, видео или что-то такое по лайкам, по дизлайкам. У меня слишком ванильно все было, знаете, везде 100%. А тут заходишь и оп, то есть публика оживилась, значит, есть люди, которые, как бы так правильно сказать, вот, понимаете, ярые поклонники, то есть это те персоны, которые будут заходить и регулярно оставлять для нас энергетический заряд, который мы будем превращать, соответственно, во благо. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что мы становимся популярными. Так что вот так вот. На днях, хотя нет, не на днях, на неделе, на прошлой я проработала полностью колоду Таро Нефертари. Это подарок. За подарок я очень благодарна. Еще, девочки, хотела вас поблагодарить за донаты. Благодаря им на данный период я обновляю кое-что из техники для того, чтобы более комфортные эфиры, короче говоря, делать. Вот. По качеству видео пока что, конечно, нам это не светит, потому что я там через специальную программу это провожу, да. Наберется достаточное количество подписчиков, и качество у нас заметно возрастет. Надеюсь, во всяком случае, я на это. Итак, будем заканчивать с трандежом. 4 варианта предупреждения полнолуния. О чем нас хотят предупредить? Кстати, после Астары, ребят, я, конечно, еще буду снимать эти видео, но хочу вам сказать сразу, многие остались в старом мире, а многие перешли в абсолютно иное измерение. Те, кто в теме, вы меня услышите, поймете и... В общем, вы в теме. Так, по одной карте для сигнификации. И там буду идти по потоку. Не хочу заранее никаких вопросов планировать, никаких моментов. Все, что нужно, я думаю, мы увидим. Как бы его бы так обыграть? Не взяла я сердечки. Начинать я буду со стихии воды. Как всегда, у меня здесь вопросы с пространством, хотя его достаточно, но мне бывает маловато. Итак, стихия воды, я вас приветствую. Предупреждение полнолуния. Поехали. 4 жезлов, да? Ребят, здесь стабильность. Если ожидали чего-то негативного, фигушки вам, все отлично. Хотя сейчас мы еще будем вопрос раскрывать. Понимаете, вы в неком своем убежище находитесь. Место, где вас окружают люди, единомышленники, где у вас благосостояние на определенном уровне. Вы находитесь в гармонии. Вы на данный момент отдыхаете. Если думаете, что, возможно, есть влияние, и вы знаете, как, больше хочется отдохнуть, да, нежели действовать. Вот у вас, наоборот, это период гармонизации. Здесь это может быть в доме, может вы куда-то поехали. Здесь не суть важно. Вы знаете, вы как в своем, не мирке, нет, это пространство определенное. И в принципе, какое вам предупреждение? Предупреждение, чтобы вы не переживали.
У вас период трансформации идет, вы отдыхаете. Так, какие планы, да, куда вы вот посматриваете, находясь в своем этом нынешнем положении? Императрица, вы простраиваете планы, у вас очень много их. Вы об этом думаете. Короче говоря, вы создаете некую новую систему, дабы потом ее воплотить в жизнь. Возможно, кому-то помогаете, либо вам кто-то помогает. Здесь вы уходите в императрицу, в плодородие. Но вы, как будто, находясь в этом отдыхе, вы простраиваете планы. Может быть, вы мама элементарная здесь, да, на ментале хорошо работаете, много продумываете чего. Властны, но деликатны, понимание проявлять вы можете. Также здесь еще могут смотреть и практики. И, так сказать, давайте я назову вот проснувшиеся, да. Вы благотворно влияете на других. Вы как будто продумываете свои действия. Да, здесь вы будете ожидать каких-то результатов, ребят. И здесь связано с материальным моментом. С делами, с каким-то энергообменом. Почему-то я бы хотела сказать больше. Вы планируете сбор плодов своего труда в вашем деле. Возможно, что-то вот планируете создать и получить, да, как бы результаты для себя. Так, с миром мертвых сотрудничество есть. Возможно, ваша деятельность вообще связана с этим. То есть, ну, если практики кто смотрит, то соответственно, да. Но я хочу сказать, что вот то, что вы собираетесь сделать, связано, вот смотрите, две карты, да, 4 жезлов, 4 мечей. Здесь вы как будто уединяетесь для того, чтобы что-то создать. При этом бдительность ваша никуда не уходит. 3, 4. Девочки, здесь стабильность. Здесь вот по этой колоде я смотрю по тем своим наработкам, которые я сделала, потому что колода говорит намного более, нежели стандартное значение. И здесь 4 пентаклей не совсем то, что означает обычная 4 пентаклей, понимаете? Вы здесь держите руку на пульсе по поводу того, откуда какие могут быть нападения, влияния, да, в ваше пространство. Но при этом вы как будто вот в своем... Вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы вам что-то создать, что вы напланировали себе, вам нужно уединение. Не как даже вот где-то одиночество. При этом сотрудничество с миром мертвых у вас на ура. У вас идет какой-то подарок и прям как наследие от этого, от этих энергий. Предупреждение, а ну-ка. Какое у вас здесь предупреждение? Ну, может, для кого-то это и будет предупреждение, если эти энергии для вас были неявными. Да, если вы там переживали, что на вас или атаки, или еще что-то идет. Да, ребят, здесь смотрите. Здесь вы будете брать в свои руки способность исцелять другие души. Вы будете получать мудрость от мира мертвых.
Понимаете, еще вот которая карта подряд, мне уже третья говорит о том, что вы как обособились, понимаете, и к вам, если кто-то на вас, а ну давайте посмотрим, влияет ли, даже если влияния идут, они вас не трогают. Тут у вас тайны открываются, тут у вас решаются какие-то проблемы, да, вот видите, вот интересно, колода ведет, так мне очень нравится. Надеюсь, вам там все видно. Так, какие тайны откроются, давайте я посмотрю. Вторая карта исцеления. У вас счастливые какие-то изменения будут идти. Гармонизация каких-то сфер, которые, я бы не сказала, что не проработаны вами, но вот знаете, как бы они вас не отягощают, но вот почистка каких-то моментов идет. Вы адаптироваться будете к новым энергиям, это раз. У вас появится больше ясности в ситуациях, это два. Энергия вам будет дана, это три. Но для этого, да, вы будете как в своем, вот знаете, коконе энергетическом. И, как бы вам сказать, ваши недоброжелатели могут что угодно видеть по диагностике, да, и что угодно могут представлять. Но они думают, что вы как замерли внутри, а вы на самом деле в этом, понимаете, когда вы раскроете вот этот кокон, вот вы выдадите то, что вы планируете создать, да, вот о чем я говорила. Когда этот кокон раскроется, вот та колоссальная энергия, которая сейчас вращается внутри у вас, здесь на дне еще освобождение идет, и то, что вы выдадите, оно, короче, поразит многих, особенно ваших злопыхателей, да. Счастливые изменения в мага, девочки. О чем здесь еще говорить? Вы идете своим ходом, понимаете, здесь не быстро. Здесь медленно, по-своему, так, как удобно и комфортно будет именно вам. Здесь мороки-оморочки еще слетают, то есть если кто-то вам что-то хочет внушить, не получается у них. Вы даже, может, за собой как-то замечаете, что ваши мысли от вот этого, что вы задумали, знаете, как пытаются переключить на другого человека, а вы прете как танк по своим делам, грубо говоря. Итак, давайте я посмотрю, есть ли влияние на вас сейчас. Я бы не сказала, что они есть, ребят. Я бы сказала, что вашим недоброжелателям наказание пошло. Я поняла, смотрите, хотели сделать, и, возможно, делали, это я в следующих раскладах буду смотреть. Как я и сказала, делать делали. Но это все отразилось и пошло им обратно. Деградацией, разрушением, отменой их вот этих вот манипуляций, да, их бесчестие. Кстати, опозориться могли, потерять что-то могли в деньгах, ну, любую вещь там дорогую, может, машину у кого угнали, не знаю я. Что-то потеряли люди, однозначно. У них идет как период искупления, раскаяния. А насколько они понимают это? Тут вот этот негатив очень классно трансформируется благодаря вашим защитам. Молниеносно просто. Знаете, за несколько метров до вашего энергополя он... С какой бы скоростью его ни посылали, у кого бы ни заказывали, он останавливается и летит обратно.
Там определенные силы стоят на вашей защите, пока вы внутри своего кокона вот это все вот делаете, планируете. Вы что-то тут грандиозненькое наметили, ребят. Насколько они понимают, да, я вам хочу сказать так, понимают периодами, да? Все равно люди ожидают, что птица удачи будет на их стороне, что у них будут легкие деньги. Периодами понимают, что да, ну, это им за их дела, а периодами, знаете, как ополоумевшие продолжают дальше делать. Обращаются к кому-то периодически. Очень денег им хочется, но я так понимаю, что за счет вас. Но, увы и ах, стихия воды, вы вот вообще очень приятно меня удивили сегодня. Ой, а какой у нас там был? А, 4 жезлов. 4 жезлов мы оставляем, да, сигнификатор этой ситуации. Так что вот так вот, стихия воды, у вас вот предупреждение, вы все правильно делаете, там будут свои еще новые энергии, ожидайте, не торопите события, все будет идти своим чередом. Благодарю вас за просмотр. Стихия Земли теперь хочет на арену у нас. Сейчас я приведу колоду в порядок, обновим энергии. Вот. Так, стихия Земли, я вас приветствую. Давайте смотрим у вас, что предупреждение полнолуния. Ага. У вас начало пути, возможно, путешествие, возможно, у кого-то даже эмиграция. У кого-то здесь человек, знаете, такой сердечный, несет перемены. У кого-то может просто быть полет за границу. Именно полет, перелеты. Вот. Может, кто-то на отдых собрался, предупреждение, да? Ну, давайте будем смотреть, что дальше, куда он нам тут показывает. Девочки, здесь все-таки вот этот вот сердечный. Здесь как будто вызывают вас на дуэль, понимаете, через дискуссии, через перебранку, провокацию у вас на риск, на соперничество. Силу убеждения хотят вам показать. Вот такой вот момент. И понимаете, здесь больше ну никуда не... Мне это не нравится, понимаете, карта в карту упирается. Вот в чем дело. Вас как будто хотят ограничить от другого мира, от другой деятельности, переключить полностью ваше внимание, да? Хорошо, сейчас будем смотреть. Смотрите, на карте, это 7 жезлов, да? Тут такой египтовый парень, короче, жезлом крокодилов лупит. Это говорит о том, что у этого персонажа, здесь у нас персонаж, если по стандартным, это рыцарь жезлов, да? Лупит по этому крокодилу, и знаете, что здесь человек с множеством комплексов, кстати, обратите на это внимание. 6 жезлов, да, вот одним он, короче, крокодилов лупит, а здесь за ним 6 жезлов. Давайте-ка теперь посмотрим, в чем он вас хочет победить. И еще один рыцарь выпал. Цель какая-то поставлена им.
Слушайте, человеком поставлена цель прибыть к вам, приблизиться, какую-то важность, возможно, придать вам в его жизни. Ну, короче, переключает на себя внимание, понимаете? Может куда-то пригласить, поощрения какие-то дать. Все-таки это не то, что я хотела увидеть, но я это озвучила, что у нас выпало. Так, в чем он вас там хочет победить? Ага, ну я поняла уже, ладно. Опять, слушайте, 3 рыцаря у меня вылетело. В чем он хочет победить? Он знает, что вы ответственны, что вы порядочны, что вы, если беретесь за работу, делаете ее усердно. Вы знаете, что вы пробивной. Куча рыцарей. Это новости, девочки, это новости. И кроме новостей, жестокая игра с вами ведется, понимаете? Здесь, ну хорошо, хочет победить канал, рост, связь с родом вашу хочет на себя переключить. Это так по скриптум. И смотрите, и туз пентаклей я достаю. Человек, да, ваши финансы хочет на себя переключить, ребят. Вы ему привносите, короче, пообщался с вами, у него появляется в жизни благоприятный момент для действия. Вы ему приносите успех. И он пользуется этим случаем. Здесь полностью с человеком нужно ограничить общение, он вас закрывает. Вам еще, знаете, какой такой совет? Отправляйтесь в путешествие, короче говоря, чтобы эту ситуацию убрать. Смените энергии. Здесь в путешествие вам надо. Ну, смотрите, что делается. Король Пентаклей выпадает. Возможно, это бывший, либо это какой-то партнер по бизнесу. Смотрите уже у кого что. Практически склад ума у человека. Дела на первом месте. Он все рассчитывает, понимаете? Если вы думаете, что этот человек там в чем-то раскаялся, либо он, допустим, ну, договора вы заключаете, да, с этим персонажем, договор, допустим, какой-то, и вроде бы как бы и вы не в убытке, и он, так вот, знаете, что вы не все знаете. Он будет намного в плюсе больше, нежели вы. Он все просчитывает и вычисляет. Здесь с этим персонажем нужно быть предельно осторожным. Давайте я посмотреть хочу, что вы оставляете за своей спиной, чего вы не замечаете, отвлекаясь на вот эти все моменты. Хотят, чтобы вы от чего-то отступили. На вас очень много карт вылетает, как, ну, подсказки. Отступили. Хотят, чтобы вы отступили от своего радостного настроя на жизнь. Ну, здесь новости какие-то будут. Тут еще непонятненько мне. Да что ж такое-то? Да ну ёпта. Так, чего вы не замечаете? Возможно, вот, понимаете, мне идет такая информация, переключаясь на этого человека, вы как будто уходите от одиночества в кавычках. Вам нужно в 4 мечей побыть, отступить, понимаете? Что-то понять для себя, в чем-то себе признаться, а вы этого делать не хотите. И, как бы, знаете, идете на эти провокации. И пока вы на них идете, вы сливаете свой финансовый канал туда.
Вы теряете свои результаты благоразумия, к которым пришли до вот этой ситуации с этим персонажем. Вы теряете свою какую-то власть, свои полномочия. Вы теряете свою корону, ребят. Ну, это я так говорю в скобках. Для кого-то это должность, для кого-то это, ну, прекрасно налаженный бизнес, да, постоянный приток клиентов. Для кого-то это, ну, ваш статус, что вы выше этого человека. В чем бы то ни было, любая сфера. Духовная, материальная, физическая. Да ну нахрен. Слушайте, здесь могут быть и бывшие, ну, у вас отношения, здесь король, королева мечей. Если здесь возвращение бывшего, который ушел, вы еще не проработали это расставание, и он вас опять выдергивает, понимаете? Здесь только для того, чтобы ваш ресурс забрать, пентакли от вас ваши забрать. Вам от этого уходить надо. Так, если отправитесь в путешествие, что вам? Новые знакомства будут, изменения будут, но, возможно, даже неприятные отношения вы притянете в свою жизнь. Знаете почему? Потому что вы еще не проработали урок на свою ценность. Понимаете, здесь урок на свою ценность идет. К вам будут притягиваться такие же, как вот этот персонаж, пока вы не научитесь ценить себя, свое время, свой ресурс. Скука, да, будет. От чего-то отвращение, да, свою 4 кубков вы должны будете пройти, понимаете? Если отправитесь в путешествие. Да, надо будет подумать, посидеть, побыть в закрытом состоянии, осознать, принять, переживать. Ну, 4 кубков, 5 кубков. Девочки, здесь, да, здесь обманутые ожидания у вас. Это все нужно проработать. И еще над страхами поработайте. Может, вам подснять надо это все. Может, на вас наводят специально, чтобы вы боялись. Здесь прям идет возврат негативных людей и ситуаций. Но понимаете, если вы отправитесь в путешествие, действительно, хоть куда-нибудь и как бы передохнете, вопросы с дележкой имущества здесь, да, могут быть. Но если вы отправитесь в путешествие, переживете вот это все, посмотрите со стороны, какие люди, какого качества души к вам притягиваются, вам там какой-то подарок будет, ребят. Вот будет подарок. Так, это у нас сигнификатор. Я хочу вот это вот убрать. Оно мне не дает дальше смотреть. Подарок у нас, да? Подарок. Фонит. Что за подарок? Ну, ребята, о чем речь? У вас появится максимальная способность в достижении цели, в любой вашей цели. Вы понимаете, вы во всем возьмете победу. У вас появится большая мощь. Вы понимаете, вы здесь научитесь отстаивать себя. Брать власть в свои руки. Вы как будто исцелитесь, ребят. Вы через определенную мудрость, вот какой подарок вы получаете, вы через определенную мудрость получаете власть
внутреннюю. Кстати, на ментале, может быть, научитесь это все отсекать, потому что здесь вы сможете прославлять силу, как в любви, так и в ненависти, понимаете? А это баланс. Вы как будто уйдете от этой ситуации, знаете, вас оп и отключат от вот этих материальных бытовых вопросов. Да, они будут идти своим ходом, но они не будут вас цеплять изнутри, понимаете? Вам какие-то тайны еще, кстати, открыться могут. И какой-то человек может вам помочь решить ваши проблемы. Возможно, вы даже обратитесь к кому-то. Может и такое быть. Но это также может быть, я не знаю, адвокат, юрист, психолог. Ну, смотрите по вашей ситуации, да? В общем, вот такой вот момент по стихии Земли у вас был. Благодарю вас за просмотр. Отпишитесь мне, пожалуйста, как у вас ситуация это проигрывается, потому что здесь, конечно, по энергиям уже, так сказать, чуть побольше проблем, чем со стихией воды было. Так, стихия огня, вот вообще фонит какими-то странными вещами. Давайте-ка я к ней сейчас и перейду. С самого начала расклада мне как-то этот ловец снов не давал покоя. Предупреждение новолуния для стихии огня. Итак, иллюзии, ребят. Фантазии, иллюзии. У кого-то зеркальная защита стоит. Кто-то по менталу хорошо работает. Это в положительном аспекте. В отрицательном это иллюзии и мороки. Какие-то мистические впечатления вас дожидают с этим полнолунием, ребятушки. Но с этим всем начинается что-то продолжительное в вашей жизни. Вопрос в том, это работа по менталу, либо же мороки. Итак, давайте смотрим, куда ваши там иллюзии направлены, либо что это. Стихия огня. Значит так, давайте-ка, а то у меня мысли идут, как бы, да, я их не озвучиваю. Я хочу сказать, здесь сразу для не совсем адекватных поток идет людей. Почему? Потому что, то есть для тех, которые деструктив делали, которые под мороками находятся. Давайте начну с этого. Здесь человек вообще очень много думает о собственной значимости в этом мире. Понимаете? Вот прям вообще, ну, что его ждет только лучшее, он достоин только лучшего, дорогого, больших оборотов денежных. А по факту мир показывает, что нет, дорогуша, ты как бы, ну, вляпываешься в неприятные отношения, тебя накрывает скука, отвращение, неприязнь, неудачи тебя преследуют. Причем резко это происходит, причем это наказание за твои же ошибки, потому что ты игнорировал предупреждение. Вы заслужили данное наказание, хочет вам сказать данное полнолуние.
излишнее насыщение у вас было. Возможно, здесь мужик, у которого очень много женщин. Ну, знаете, такой мужчина-шлюшка. И через это он слил свой потенциал в свое время. Возможно, даже и семью оставил, так как здесь король пентаклей под иллюзиями. Девочки, мальчики, что за поток? Ну, пожалуйста, на себя уже смотрите. Может, это ваш недоброжелатель. Если же попали именно такие персонажи, ну, милости прошу на мой канал, здесь сюсик-пусик не будет с вами. Это сила. Сила, эти все трансформации и башню вызывает. А какая сила? Обманутые ожидания у человека тут. Потери. Страх. Люди негативные в жизнь вернулись, тащат на себе кучу всяких обязательств. Причем, знаете, как обязательства тащит, трудности преодолевает и при этом еще в очень больших эмоциях. Эмоции продвигаться дальше по жизни ему не позволяют. Но здесь вот такой момент идет. И знаете, для тех, кто не творил деструктива для других людей, здесь переоценка своих сил должна у вас произойти. В принципе, все то же самое, только здесь вопрос, знаете, в чем? В проработке внутренних моментов идет. Да тут человек слишком много веселился по жизни, понимаете? Да, затруднения свои человек проходил, я не спорю. Но развлечений было крайне предостаточно. Здесь переписки могут быть по интернету, флирт, вот такие моменты. Здесь человек сам себе создавал препятствия, ребят. Сам себя, понимаете, накручивал, нагнетал. Но я тут по потокам вижу и деструктивщиков, понимаете, причина чего, вот в принципе я озвучила. Для тех, кто не страдает, да, такими вещами. Но я хочу вам сказать, что сами себя загнали. Вы как будто сами создали силу противодействия, которая сейчас давит на ваше пространство. Здесь с гордыней вопросы могут быть. Но здесь человек реализовывался, гулял, пил, спал с кем попало, мог обманывать на деньги, предавать людей. Причем такой уверенный, знаете, в том, что все будет окейушки. Что-то начинал, куда-то ездил. Перемены ему нужны. Знаете, такое человек, короче говоря, несостоявшаяся личность, которая мечется как вша по периметру страны для того, чтобы понять, найти себя, не знаю я, а по факту только еще больше нарабатывает карму себе. Справедливости какой-то хотел достичь, возможно, с помощью закона. Да, для роста. Но здесь, смотрите, здесь выстреливает то, что человек мог обращаться к определенным силам для того, чтобы получить рост, понимаете? Рост своих сил, и за это тоже по голове. Но сейчас я хочу посмотреть, давайте-ка для нормальных, вот тут поток идет вот таких товарищей. Теперь я хочу посмотреть вторую сторону. Это если работает кто на ментале.
То есть там, где идет реализация и успех, да, от 7 кубков. Вы слишком растрачивали себя на что-то. И вы освобождаетесь. Это тут треугольники могут быть. Может, на кого-то вы себя растрачивали. Почему? Потому что здесь что-то устранено. Чего-то, что было в вашей жизни, больше нет. Вы освободились от этого. Но здесь больше... Здесь, знаете, как вы слишком были инициативны, и, видимо, это вам не дало должного результата. Вот это для тех, кто деструктивной магией не занимается. Это я для вас сейчас смотрю. Вы слишком быстро стремились к своей цели, стихия огня. Для тех, кто над собой работает. Вы слишком стремились к цели где-то что-то получить в подарок, где-то премию, где-то новые знакомства, выгодные для вас. Где-то вознаграждение, внимание, благосостояние. Вы как будто надзор осуществляете, да? Либо осуществляли. Если это бывшие отношения, я вам хочу сказать, здесь вам приходилось быть мужиком в паре, девочки, кто смотрите. Здесь вы должны были контролировать все, вся, иначе, знаете, как вот, слепой котенок, вот партнер тычется вообще, не пойми, что делает по жизни, знаете, просто как вот, как подростки себя ведет. И быстро приходилось это решать, вот вы от этого избавились. А еще я хочу сказать для деструктивных личностей, что они думали, что они освободились от чего-то, влияния, а вот фиг, они переоценивают себя, понимаете? Здесь еще идет такой момент, что на самом деле в свое время думали, что освободились от человека, который несет негатив, а это было не так, и вляпались в еще большие проработки. Если против этого человека предпринимали какие-то действия, еще не санкционированные, вот вам и результат, который я вот здесь вам озвучила. То есть здесь заслуженное наказание. Я же не ошибаюсь, это же, да, здесь башня у нас в этом раскладе идет. Ну вот, а для тех, кто нормальные люди, да, вот что я вам хочу еще. Вы от какого-то короля жезлового освободились, девочки, смотрите. Если мальчики, это ваш друг, который от вас хотел ресурсов, вы растрачивали себя на этого человека, а он вас только предавал, обманывал, вечно опаздывал, понимаете? То есть не показывал, что он не ценит ни ваше время, ни ваше внимание, ни вашу заботу. Вот что-то вот так вот по стихии огня. Жестковато сегодня с огнем, конечно, что-то сразу такие деструктивные энергии повалили. Ну, значит, кому-то это да надо было услышать. Вот. Те, кто все 4 варианта просматривают, ребят, скорее всего, что здесь по вашему недоброжелателю я считала информацию, потому что первое, что пошло, вот сразу же. Вот с самого начала расклада я пока с вами разговаривала, я сидела и косилась на эту стихию огня.
Значит, надо было это озвучить. Итак, стихия воздуха. Я вас приветствую. Давайте посмотрим для вас предупреждение этого новолуния. Сейчас подготовлю колоду. Осветим ее новизной, да? Те, кто тоже тарологи, да, ну, кто с таро работает, да, с оракулами, с картами, не суть важно. Вот, когда колоду вот так тасуешь, как я до этого, да, веерочком, энергии прям очищаются, короче говоря. Знаете, как, ну, она девственно чистая становится. Ну, то есть, попробуйте, не пожалеете. Так, стихия воздуха. Предупреждение полнолуния. Творческие способности, беспристрастность. Для кого-то кубковый король. Авторитетный, ответственный. Либо это вы по качествам смотрите, либо к вам. А здесь человек, который готов стать покровителем для вас. О как! Успех несет. Если это вы, значит, у вас успех. Если к вам этот человек какой-то, да, значит, он вам принесет успех, реализацию, какое-то спасение. Уверенность вам привнесет в вашу жизнь, рассудительно все сможет, знаете, как собрать воедино. Если вы просто на этих энергиях, значит, молодцы, вот, о чем вас предупреждают, все ок пока что. Ну, а если король, то вот такие моменты он вам будет нести. Девочки, ну и мальчики, здесь либо же вы прорабатываете себя и как бы облегчаете себя от людей из прошлого. Вот здесь полезное размышление человек проводит и делает акцент на приятных воспоминаниях из прошлого. Здесь вы с кем-то как будто враждовали, что ли. Если это к вам король идет вот такой, да, покровитель, он вам как будто защиту даст в борьбе с прошлым. Если это вы сами, здесь очень глубокая проработка своего гнева. Здесь выставление защит, здесь вы ловко сработали. Вы научились трансформировать энергии. То есть гнев, досада, плохие какие-то воспоминания вы сублимируете в девятку пентаклей по итогу. Понимаете? За счет проработки себя вы как будто переключаете свое внимание, свой фокус на другие вещи. Вот, ну, непонятно, ребят, слушайте, здесь вот реально и как будто король такой, да, вам идет, персонаж. Может это быть и женщина на вот таких вибрациях, да, покровитель вам, авторитетная. Может через какое-то творчество, да, сотрудничество. Так что я особо не привязываюсь, да, к вот этим моментам, потому что
Сейчас очень это все смешано. Женщины на мужских энергиях могут быть, мужчины на женских. То есть тут дело тонкое, как говорится. Но здесь вот и проработка себя, и при этом вот если человек идет, то вот как-то 50 на 50. Отпишитесь мне тоже по стихии воздуха, пожалуйста. О, как! Дипломат, здесь ловкость, дипломат. Если это вы, значит, я же сказала, вы научились трансформировать. Знаете, в некотором роде на одной из ниш вы стали магом. Изворотливы по отношению к влияниям на вас. Если это мужчина, здесь дипломат, здесь авторитетный человек при должности. По поводу того, что может быть манипулятором в хорошем или в плохом аспекте, наблюдайте за человеком. Если начинает дела, доводит их до логического завершения. Независим. Ему внушить что-то этому человеку нереально. Либо вы таким стали, либо это вам на помощь такое идет. Нифига себе. Слушайте, а если на помощь идет, ребят, здесь, возможно, вам защитника такого дают. Вот что мне показала вот эта вот карта сейчас. Вот что здесь еще может быть. И за счет, благодаря этому защитнику, смотрите, это либо же ваша защита, да, охранец, либо же это вы в физическом мире себя так трансформируете, либо к вам такой человек идет. Тот же адвокат, да, который помогает вам что-то решать. Но опять же таки человек, который покровительствует вам. Кем он там может быть, да кем угодно. Но здесь, подождите, я еще хочу посмотреть, а что там? Да, вы прошли свою трансформацию по поводу предательств, и как-то вот, ребятушки, как-то здесь рост над собой, если в духовном аспекте брать, здесь реально помощь высших сил, здесь помощь вашего рода. Здесь защита у вас от посягательств на ваше пространство. Здесь кто-то хочет, крадники, ваше время, ваш ресурс, ваши денежки, здоровье. Может, кто-то переклады делал на вас. Вот от этого вам как защиту дают. Что-то когда-то по отношению к вам было по несправедливости совершено. Кто проставлял себе защиту, ребят, вообще класс, кайф. Мне нравится то, что я вижу. Но понимаете, сказать, что по отношению, в вашей жизни эта ситуация просто так произошла, я не скажу. То, что с вами произошло предательство, это тоже по справедливости, но уже более высокой, вселенской, если хотите. Вы должны были это прожить, переживать. Угу. Здесь кто-то над вами имел власть. Король мечей. Возможно, при должности и с помощью закона как-то что-то вас ограничил. Прям вот такое тоже может быть. Так вот, если это так, вам идет покровитель. Ну, для всех остальных я уже, в принципе, озвучила суть. Ну, это я чисто для себя, знаете. Ребят, здесь выход на новый уровень в деньгах, это раз. Новые отношения, ясность, гармония, дружба, это два. Внутреннее наполнение, внутренняя энергия, сила, пробуждение вашей внутренней силы, это три.
Как можете встретить для себя будущего мужа, девочки? Если мальчики, здесь продвижение в карьере. Будущего мужа можете встретить, так и сами обзавестись собственным делом. Да, здесь вообще слава, известность, какие-то приобретения, коммерция, возможно, в какой-то новой профессии себя попробуете, в новом деле. Сотрудничество, причем смело идите на новые знакомства, сотрудничества, особенно касаемо работы. Но помните о том, сколько вы даете и сколько должны получать. Понимаете? То есть, ну, в рабочих моментах это вообще тонкая грань. Согласие в конфликтной ситуации вы все равно найдете, не переживайте. Главное, не предавайте своих ценностей внутренних. Вот так я вам скажу. То есть здесь очень-таки даже интересно по стихии воздуха. У вас идет вот такие вот развилки, короче, идут. Тоже отпишитесь мне, пожалуйста. Что у вас там? Очень интересно, прям так несколько потоков. Мне даже понравилось. Даже понравилось. Ладно, ребят, на сегодня я с вами буду прощаться. И по своему обычаю желаю вам добра этого мира. Пока-пока.